Добрый день, друзья! Меня зовут Ирина Борзова, и здесь на канале я делюсь с вами своими знаниями о Москве. И сегодня мы будем продолжать изучать столицу. Меня, конечно, долгое время не было в сети, я ничего не снимала, все по той простой причине, что была с туром в Дагестане. И там я поймала себя на мысли, что у меня появилась новая мечта. Я очень бы хотела путешествовать по России и знакомить вас через наши YouTube-ролики, через наши видео с просторами нашей большой страны. Насколько она красива, насколько прекрасна. Я надеюсь, что эта мечта когда-нибудь осуществится, но пока я только иду к ее осуществлению, мы продолжаем гулять по Москве. Сегодняшняя наша прогулка будет по Тверскому бульвару. Тверской бульвар – любимый бульвар Александра Сергеевича Пушкина, и не случайно мы встретились на Пушкинской площади у памятника Александру Сергеевичу. А любимый бульвар, потому что он здесь, на бульваре, познакомился со своей любимой женщиной Натальей Николаевной Гончаровой. Нашу прогулку я назвала «Женские судьбы», и в том числе мы будем говорить о женщинах, судьбы которых связаны с Тверским бульваром, которые здесь жили или которые здесь бывали, гуляли и так далее. Прежде чем начнем прогулку, я попрошу вас подписаться, поставить лайк для того, чтобы не пропустить наши следующие эфиры. Ну а мы начнем. И первая женщина, о судьбе которой я хотела бы рассказать, это Мария Александровна Гартунг, дочь великого поэта. У Александра Сергеевича было 4 детей: Машка, Сашка, Гришка и Наташка. Но только Мария Александровна помнила отца. Ей было 5 лет, когда Александра Сергеевича не стало. И какие-то смутные воспоминания у нее сохранились. Всех детей после смерти Александра Сергеевича удочерил, усыновил генерал Ланской Петр Петрович. Наталья Николаевна Гончарова вышла за него замуж, и именно он дал детям Пушкина блестящее образование. Например, Мария Александровна прекрасно разбиралась в литературе, искусстве, живописи, музыке, была фрейлиной императрицы, но достаточно поздно по тем временам вышла замуж в 28 лет за достойнейшего человека, генерала Леонида Гартунга. Жизнь была, к сожалению, недолгой. Леонид Гартунг ушел из жизни по причине самоубийства. Так Мария Александровна Гартунг осталась вдовой. У них не было детей, и она в последующем не выйдет замуж. Она будет воспитывать детей своего старшего брата Александра и будет вдовой. Только вот последние годы жизни Мария Александровна прожила в одиночестве, в бедности и в нищете. Сохранились воспоминания ее современников, как кто-то видел маленькую, одетую в черное, похожую на нищенку старушку, которая каждый вечер приходила на Тверской бульвар. Тогда еще памятник Александру Сергеевичу стоял на Тверском бульваре, его перенесли в 50-е годы прошлого столетия, с маленьким букетом полевых цветов, и подолгу сидела у памятника. По всей вероятности, разговаривала с отцом, сетовала, может быть, на свою судьбу, потому что действительно последние годы она жила в нищете, друзья. Власть сменилась, и та пенсия, которая выплачивалась ей при царском правительстве, перестает выплачиваться. Большевики пришли к власти, и долгое время она влачила практически нищенское существование. Потом все-таки она получила пенсию, но эта первая пенсия от советского правительства пошла на ее похороны, к сожалению. Дочь великого поэта, к сожалению, умерла в нищете. Была захоронена на кладбище при Донском монастыре. Могила ее сохранилась. Недавно я там была, и огромное количество людей, почитателей таланта Александра Сергеевича, приходят на могилу к Марии Александровне Гартунг. Но и мы с вами всегда помним о ней. Вы знаете, Мария Александровна была знакома со Львом Николаевичем Толстым. Познакомились они на одном из вечеров там под Тулой. И Лев Николаевич, охотник до женской красоты, замечает, что на этом вечере в одиночестве сидит очень красивая девушка, но он не знаком с ней, он не знает, кто она такая. Подходит к хозяйке дома и спрашивает: подскажите, кто та красивая дама, которая сидит поодаль в одиночестве? Хозяйка дома отвечает: это никто иная, как дочь великого поэта Мария Александровна Гартунг. И Лев Николаевич произносит такую фразу: ах, теперь я понимаю, откуда эти курчавые завитки у нее на затылке. Эти курчавые завитки остались у нее от батюшки отца. И вы знаете, именно Марию Александровну, дочь Пушкина, Лев Николаевич Толстой
И вы знаете, именно Марию Александровну Гартунг, дочь Александра Сергеевича, Лев Николаевич Толстой делает прототипом Анны Карениной. И когда мы читаем описание внешности Анны Карениной, главной героини романа Анна Каренина, мы должны понимать, что это Толстой описывает внешность Марии Александровны Гартунг. Там есть такие строчки. В черных волосах ее своих без примеси была маленькая лента анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была не видна, заметны были только курчавые завитки у нее на затылке. Но мы должны помнить, что только внешность Марии Александровны стала прототипом внешности Анны Карениной. Ни характер главной героини романа Толстого, ни тем более судьба, а только лишь внешность. Ну и вообще, когда мы с вами читаем какие-то произведения или ходим в Третьяковскую галерею, мы должны помнить, что прототипами изображенных на картине людей или каких-то героев романов всегда были реальные люди. К сожалению, судьба Марии Александровны не очень счастливая, и начали мы с вами нашу прогулку с не очень счастливой судьбы, но я уверена, что сегодня нам будет над чем посмеяться. Гуляя по Тверскому бульвару, мы говорим об Ольге Васильевне Лепешинской, мы говорим о Маргарите Каненковой, которая являлась любовницей Альберта Эйнштейна, мы говорим о Наталье Николаевне Гончаровой, Надежде Ламановой, о Марии Николаевне Ермоловой, о Лилечке Брик. Я не знаю, о скольких женщинах и о каких женщинах будем говорить, как пойдет вдохновение у меня, но, по крайней мере, о самых интересных сегодня поговорим. О тех, о ком не хватит времени поговорить, приходите, пожалуйста, на прогулки, на мои экскурсии, и в частности на эту экскурсию «Женские судьбы» по Тверскому бульвару. Пойдемте? Здесь, на Тверском бульваре, что не дом, то история. И я хочу поговорить еще об одной героине нашего рассказа, которая проживала здесь, на Тверском бульваре, вот в этом доме по адресу Тверской бульвар 28/17. Это Маргарита Каненкова, которая была женой известного московского скульптора Сергея Тимофеевича Каненкова. Его называли «русский Роден». Саму же Маргариту Каненкову называют, с одной стороны, женой скульптора московского, а с другой стороны, любовницей или любимой женщиной Альберта Эйнштейна. Читу Каненковых называют агентами спецслужб. Что же произошло и как они познакомились с Альбертом Эйнштейном? Обо всем по порядку. В 20-е годы Каненковы уезжают в Америку. Сергей Тимофеевич устраивается в Принстонский университет и делает бюсты всем сотрудникам и преподавателям Принстонского университета. Примерно в это же время Альберт Эйнштейн переезжает из Германии в Америку, и ему, как новому преподавателю, нужно сделать бюсты. Он идет в гости к Каненковым. Так они познакомились с Маргаритой. Сначала у них завязались дружеские отношения, а потом эти дружеские отношения переросли в любовные. Очень часто они встречались в доме у Альберта Эйнштейна, а именно там, в его доме, собирались ученые, физики, химики, ядерщики, Оппенгеймер и так далее. И, по всей вероятности, Маргарита не только общалась с этими учеными умами, но и шпионила на наши советские спецслужбы. Знал ли Альберт Эйнштейн, что Маргарита Каненкова является шпионкой? Есть такая версия, что знал, но намеренно соглашался на это и позволял Маргарите шпионить, потому что верил, что только советская Россия сможет победить гитлеровскую Германию, а у Эйнштейна на Германию, на Гитлера был зуб, даже не на Германию, а на Гитлера был зуб, потому что тот его родины лишил, выгнал всех евреев из Германии, да, помните, были гонения. И он поэтому позволял Маргарите шпионить. Знал ли Сергей Тимофеевич, законный супруг Маргариты, что у нее что-то типа романа с Альбертом Эйнштейном? Историки предполагают, что не знал, потому что очень доверял своей красавице жене. Но война закончилась, победил Советский Союз, и Каненковых попросили вернуться на родину. И вот они возвращаются из Америки в Москву, выделяют им ту самую квартиру на Тверском бульваре, которая являлась и мастерской, и местом жительства для четы Каненковых. Однако последние годы жизни были тоже не очень радужные. Маргарита попрощалась со своим супругом Сергеем Тимофеевичем, его захоронили на Новодевичьем кладбище. Писем от Альберта Эйнштейна она уже не получает, и Альберт Эйнштейн вскоре скончался, и Маргарита доживала свой век
в одиночестве. Нужно сказать, что в этом доме сейчас открыт музей Сергея Тимофеевича Каненкова. Все данные по Каненковым до сих пор под грифом «Совершенно секретно». И какие-то разрозненные, лишь небольшие отрывки, исторические факты мы еще можем где-то почерпнуть. Например, мы с вами можем сходить в театр. На разных московских сценах театральных ставят постановку «Эйнштейн и Маргарита». Постановка по рассказу или по повести одного из европейских авторов, который изучил эту историю Маргариты Каненковой и Альберта Эйнштейна, прочитал их письма, а у них какое-то время велась переписка, и в этой переписке они ласково называли друг друга Альмар по первым двум буквам имени – Альберт и Маргарита. И вот, собственно, по этой переписке, по некоторым разрозненным данным была написана книга, по которой поставлен спектакль. Главную роль играет Серебряков, а Маргариту играет Ксения Рапопорт. Сходите, 100% не пожалеете. Ой, слушайте, одно удовольствие, конечно, прогуливаться по Тверскому бульвару. Сейчас здесь открыта фотовыставка современных фотографов, и я вот иду, и здесь вижу с этой стороны, с этой части, вижу различные фотографии видов Москвы с высоты птичьего полета. А вот с обратной стороны, если зарулить, там у нас виды России разные. И Кольский полуостров, и Камчатка, и Горный Алтай. И это добавляет, знаете, такого еще одна мотивация прийти сюда, на Тверской бульвар, чтобы прогуляться. Посмотрите, какая красота. Когда-то здесь вовсе стояла стена Белого города, которая защищала наш город, обороняла от врагов, от захватчиков. Но эту стену снесли в конце 18 столетия по приказу Екатерины Великой, и тогда она приказала отстроить красивейшие бульвары по проекту архитектора Леграна. Было отстроено наше бульварное кольцо. Самый первый бульвар, который появился, это был как раз-таки Тверской бульвар, но он не имел названия. Он назывался просто бульвар. Слово иностранного, французского происхождения. Московская публика не всегда понимала, что за бульвар, зачем за стену Белого города. Такие, знаете, консерваторы были. Но москвичам объясняют, что стену сносим и строим красивейшие бульвары для гуляний. «Ах, для гуляний!» – воскликнули москвичи и стали называть наши московские бульвары бульварами, потому что все должно быть логично. Ну а постепенно бульвары получили наименование либо по примыкающей к бульвару улице, например, здесь примыкает к Тверскому бульвару Тверская улица, поэтому он называется Тверской, либо по стоящему вблизи бульвара монастырю. Есть у нас Высокопетровский монастырь, бульвар, который к нему примыкает, Петровский есть, Сретенский монастырь, бульвар, которому к нему примыкает, Сретенский. Ну и, как я уже сказала, Тверской бульвар изначально просто назывался бульвар, был самый первый, но и, на мой взгляд, он остается таким первым, главным, самым красивым из всех бульваров бульварного кольца. Посмотрите только, как, особенно вот в этот период времени, да, такая осень, золотая осень, листья постепенно начинают желтеть. Посмотрите, какая красота. Повернитесь назад. Совмещаем приятное с полезным. Прогуливаемся по Тверскому бульвару, сидим на скамейках, вдыхаем осенний воздух. Но и не забываем об истории. Например, хочу рассказать о том месте, которое вы видите за моей спиной. Сейчас здесь находится один из главных театров московских, художественный театр имени Горького. Но когда-то, до 30-х годов прошлого столетия, здесь стоял дом Калагриевых. Именно в этом доме на балу у балетмейстера Йогеля познакомились самая знаменитая пара Наталья Николаевна Гончарова и Александр Сергеевич Пушкин. Наталье Николаевне было 17, Александру Сергеевичу чуть более 30. Он поэт, его знает вся наша страна, он знаменит. Но кроме того, он, конечно же, талантливо пишет произведения, но абсолютно бесталанно играет в карты, много проигрывается. Огромное количество долгов у Александра Сергеевича, будем так говорить, незавидный жених. Но он очень часто влюбляется. И вот он видит Наталью Николаевну Гончарову, красивейшую женщину. А она действительно была очень красива. Постараюсь показать вам дагеротип. Наталья Николаевна застала
то время, когда появились первые дагеротипы, и у нее есть фотография. Она действительно даже в 50 лет сохраняет свою красоту. Это не пустое заявление, да, не просто все говорят красавица, первая красавица Москвы, и это не просто так говорят, она действительно была очень красивой женщиной. Он в нее влюбляется и делает предложение, но предложение по правилам нужно было сделать через родителей, и вот он делает предложение через Наталью Ивановну Гончарову, через матушку Натальи Николаевны, но та отказывает. Александр Сергеевич не унимается, второй раз делает предложение, та опять отказывает, неблагонадежный, не могу выдать свою дочь-дворянку замуж за картежника, дуэлянта и так далее. Он не унимается, третий раз делает предложение, и вот Наталья Ивановна уже ставит условия Александру Сергеевичу. Но условия поставила только для того, чтобы он, наконец, отстал с этой навязчивой идеей, чтобы он не приходил с этим вопросом. Она говорит, мы дворяне, Наталья Николаевна дворянка, но дворяне обедневшие. Приданного у Натальи Николаевны нет, а бесприданницы выходить замуж дворянки – это позор. Вот составите приданное и берите мою дочь замуж, говорит она Александру Сергеевичу Пушкину, понимая о том, что у него нет денег себя-то прокормить, да, а еще приданное составить, ну, точно не получится. А что делает Александр Сергеевич для того, чтобы все-таки взять жену Наталью Николаевну Гончарову? Он закладывает имение Болдина за 11 тысяч рублей. Какую-то часть отдает на погашение своего карточного долга, а какую-то часть составляет приданное для Натальи Николаевны Гончаровой. И все, и уже Наталье Ивановне, матушке Натальи Николаевны, не отвертеться. И уже состоялся день венчания. Венчались в церкви Большое Вознесение, мы дойдем до этого храма, я вам покажу. И на венчании состоялось несколько не очень приятных событий, дурных предзнаменований, как скажет потом Александр Сергеевич Пушкин. Ну, во-первых, у него погасла свеча, во-вторых, упало кольцо венчальное. В-третьих, человек, который держал венчальный венец, поменял руку, а этого делать нельзя по канонам. Александр Сергеевич все это замечает и говорит, дурное предзнаменование, ничего хорошего из этого не будет. Но на самом деле никаких дурных предзнаменований не было. Свеча погасла, потому что церковь Большое Вознесение, в которой венчались Пушкин и Гончарова, на тот момент была недостроена и были сквозняки. Кольцо упало, потому что Александр Сергеевич накануне до этого очень хорошо погулял на мальчишнике. И, видимо, у нашего поэта руки тряслись. И, наконец, венчальную корону поменял его друг руку, поскольку не знал всех этих канонов. Ну, поменял и поменял. Венчание все же состоялось, переехали они на Арбат. И Александр Сергеевич пропадает для всех своих друзей. Они начинают ему письма писать, спрашивать, где он, что с ним, как он. Пишут Левушке, его брату. А Левушка отвечает в письме друзьям: оставьте Александра Сергеевича в покое. Наш Сашка очарован, наш Сашка огончарован. И это огончарование продолжалось недолгие 6 лет. За 6 лет Наталья Николаевна родила Александру Сергеевичу 4 детей, как мы уже выяснили, Машка, Сашка, Гришка и Наташка. А после на дуэли он был смертельно ранен, Александр Сергеевич. Носи по мне траур 2 года, а после выходи замуж, но не за шалопая, говорил он Наталье Николаевне Гончаровой. Она же после смерти поэта удаляется в свое имение и там 7 лет носит траур по Александру Сергеевичу. Спустя только 7 лет она выйдет замуж, ну, действительно, за достойнейшего человека Петра Петровича Ланского. В этом театре сейчас проходят много хороших и достойных спектаклей. Я позволю себе посоветовать вам один из спектаклей, который мне очень понравился. Я готова ходить на него и второй, и третий раз. Это «Женщины Есенина». Друзья, сходите, точно не пожалеете. Хорошие отзывы. Спектакль идет с аншлагами, публика рукоплескает. И не случайно мы, кстати, вспомнили с вами еще одного русского поэта. Памятник Сергею Александровичу Есенину тоже установлен здесь, на Тверском бульваре. Ой, какая погода стоит, да? Классная. Ой, смотрите-ка, Никита Кологривый в главной роли. Маяковского играет. Пьеса «Я сам». Я не была, но, честно говоря, я была, знаете, где? На Маяковском, в Ленкоме. Спектакль так и называется «Маяковский», и это был просто у меня
какой-то разрыв шаблонов. Во-первых, я пошла изначально со скепсисом, потому что там на слова Маяковского положены на музыку Басты. И я иду, думаю, ну Баста, ну понятно, певец, рэп-исполнитель, современник наш. Думаю, ну где Баста и где Маяковский, которого я обожаю? Ну что там могут сделать? Ну, посмотрела я спектакль, вышла абсолютно пустая, думаю, ну как-то, ну неплохо. Прошли сакральные сутки, я просыпаюсь утром, и меня вот буквально накрыло. Я побежала в театр, в музей Маяковского, зная, что он закрыт на реставрацию достаточно давно, постояла у музея. Потом целых 2 дня я ходила под впечатлением от этого спектакля. И теперь я могу точно сказать и посоветовать вам: бегите в Военком на спектакль Маяковский, вы точно не пожалеете. По крайней мере, я иду на него в конце октября 2-й раз. Невероятно подобраны актеры, сам Маяковский, вот как он был глыбой, да, такая же глыба, такой же его голос. Лилечку играет тоже актриса, которая полностью передала образ Лилии Брик, так называемого продюсера, любимой женщины Маяковского. В общем, классный спектакль. И вы знаете, вот уже спустя какое-то время у меня тандем Маяковский-Баста в голове сложился. Ну, действительно, очень классно. А мы таки наконец подошли к Сергею Александровичу Есенину. Ух, тут шумят у нас все. К Сергею Александровичу Есенину. Я закончила свой рассказ о Пушкине на здании театра имени Горького и сказала о том, что там сейчас проходит постановка «Женщины Есенина». Да, действительно, у Сергея Александровича Есенина было огромное количество женщин. Ему, как и любому писателю и поэту, нужно было вдохновение. И вот там, в этом спектакле, раскрывается образ Сергея Александровича. И я так думаю, что вопрос, почему он относился так к женщинам, а как относился? Он их завоевывал, он их добивался, а потом расставался с ними, отдалял их от себя. И вот в этом спектакле наконец-таки картинка сложилась, и я получила для себя ответ на этот вопрос, почему Сергей Александрович так себя, не очень хорошо вел с женщинами. Дело в том, что до этого, конечно, мне надо было биографию почитать Сергея Александровича, я ее не так глубоко знала, но вот, собственно, спектакль-то меня и сподвиг к тому, чтобы узнать о Сергее Александровиче побольше. Дело в том, что матушка Сергея Александровича принесла в подоле от другого человека. Отец Есенина свою супругу простил, а вот Сергей Александрович, которому было на тот момент 8-9 лет, он свою мать не простил. И он увидел в этом жесте матери предательство. И потом каждую женщину, которую он будет встречать на своем пути, он будет в ней видеть, к сожалению, предателя. Это я так для себя объяснила поступки Сергея Александровича. А женщин можно перечислять бесконечно. Это и Анна Изрядного, Зинаида Райх, Исидора Дункан, Софья Толстая. Но все они, конечно, помогали Сергею Александровичу писать его потрясающие стихи. Были в Константиново? Вот еще один совет. Я сегодня что-то как-то советы раздаю вам. Съездите в Константиново. Это невероятное место, где ты понимаешь, почему Сергей Александрович стал поэтом-лириком. Ну что ж, от поэтов, от Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина перейдем к актерам. Точнее, к актрисам. Мы с вами подошли к дому, где проживала Мария Николаевна Ермолова, лучшая актриса 20-го столетия. Лучшей назвал ее сам Константин Сергеевич Станиславский. Этот красивый дом на Тверском бульваре – строение допожарной Москвы. Дело в том, что он видел еще страшный пожар 12 года, наполеоновское восшествие, но уже послевоенные годы этот особнячок дарит Марии Николаевне ее супруг, адвокат Шубинский. Именно поэтому на доме мы видим букву «Ш» – картуши. И Мария Николаевна проживала здесь со своей семьей какое-то время, но последние годы жизни она жила здесь одна. Давайте обо всем по порядку. Мария Николаевна из театральной семьи. Ее батюшка, ее дед служили в театре. Как служили? Они не были актерами. Кто-то работал суфлером, кто-то гардеробщиком. А вот Марию Николаевну отправляет в училище театральное. Она обучается там, и как-то отец пришел поинтересоваться у преподавателей, есть ли у его дочери талант. Преподаватели сказали: нет, таланта у вашей дочери нет, ей танцевать у воды. Танцевать у воды в балетной среде, в театральной среде означает быть где-то на вторых ролях, у декораций.
Но все в нашей жизни решает случай. И такой случай произошел в жизни Марии Николаевны Ермоловой. Заболела одна из актрис Малого театра, и Марию Николаевну просят ее подменить. Она стоит за кулисами, крестится, молится и произносит одну только фразу: «Лишь бы не провалиться, лишь бы не провалиться». Вышла, отыграла роль, и ее 17-летнюю 12 раз вызывают на бис. Публика рукоплещет. Станиславский лично поздравляет ее, и буквально на следующий день Мария Николаевна проснулась знаменитой. Судьба у нее, конечно же, была нелегкой, в плане карьеры ей везло, а вот в плане личной жизни, к сожалению, нет. Она расстается со своим супругом, адвокатом Шубинским. После революции он вовсе уезжает за границу, а она остается здесь, в этом особняке. Но весь особняк ей уже не принадлежит. После национализации ей достается всего лишь 2 комнатки. Одна из которых – это кабинет. Вы видите его на 2-м этаже с лиловыми стеклами. Существует легенда, что сама Мария Николаевна вставила такие лиловые стекла, чтобы в конце жизни видеть мир в розовом цвете. Сейчас в этом особняке открыт музей Марии Николаевны Ермоловой, и проводят экскурсии. И в музее же висит портрет, копия портрета Серова, где Мария Николаевна, мы все его помним, Мария Николаевна гордо, с такой осанкой, с таким холодным взглядом, одетая в черное платье, стоит у зеркала. Кстати, это черное платье сшила ей лучшая модистка 20 века, русская Шанель, Надежда Петровна Ламанова, у которой ателье располагалось прямо напротив особняка Марии Николаевны Ермоловой. Пойдемте, я вам покажу. Ателье Надежды Петровны Ламановой находилось здесь же, на Тверском бульваре, вот в этом здании. Надежду Петровну называют лучшей модисткой 20 века, русской Шанель. Дело в том, что она, провинциалка, приехала в Москву и заканчивает курсы кройки и шитья, затем на Дмитровке открывает свое небольшое модистское ателье. Сначала с ней работало 3 девочки-модистки, которые ей помогали, а здесь уже работало 300 девочек-модисток. Но что немаловажно, Надежда Петровна обшивала всех купеческих дочек, плюс ко всему она становится поставщиком двора и я императорского величества, шьет красивейшие платья для Александры Федоровны, жены Николая II, Елизаветы Федоровны, и, конечно, у нее колоссальный успех, у нее популярность. Она закупает ткани в Париже, лучшие ткани привозит сюда, и там же в Париже она знакомится с Полем Пуаре, который на тот момент отказался от корсетов, и моду отказа от корсетов Надежда Петровна привезла в Россию. И тогда, конечно же, все купеческие дочки, которые носили корсет, выдохнули. Можно уже есть в ресторанах сколько угодно. А представляете, корсет, да, он до такой степени утягивал тело. Вот, например, Екатерина II, когда выходила замуж за Петра III, ее талия в корсете была затянута и составляла всего 30 сантиметров. Сколько это 30 сантиметров? Возьмите вот так, локоток к локотку поставьте и посмотрите в объеме. Вот такая тоненькая талия. Она несколько раз в обморок упала, прежде чем дошла до алтаря. Но то Екатерина Алексеевна, она знала, на что она идет. Она выходила замуж за императора. А нам-то зачем мучиться, да? И, конечно же, купеческие дочки были рады, что им не придется носить корсет. Но стал другой вопрос, а как теперь подчеркивать фигуру? И Надежда Петровна говорит: драпировкой. Мы будем драпировать так, чтобы каждое очертание вашей фигуры было видно. У нее не было эскизов, она драпировала прямо на человеке. 3 часа стояли купеческие дочки и позировали ей. Но все изменилось, к сожалению, когда пришло к власти советское правительство. Новое правительство из Петрограда, приехавшее в Москву, лишило Надежду Петровну всего. Ее на какое-то время поместили в Бутырский замок, но потом, благодаря Горькому и Мухиной, она вышла. Вышла, и что оказалось? У нее нет ничего. Забрали ателье, забрали квартиру в Париже. Нет той целевой аудитории, которой она шила свои красивые платья. Но Надежда Петровна и здесь не сломалась. Такой сильной женщиной она была. Она встала, посмотрела на все происходящее и сказала: вы можете забрать у меня все, но вы не заберете у меня главного, моего таланта. И начинает с нуля, начинает шить простых
и обшивать простых девушек-москвичек. Слава о ней доходит до Кремля, ну а там кремлевские жены, одна моднее другой, начинают заказывать платье у Надежды Петровны. После к ней обращаются еще и Большой театр для того, чтобы она шила костюмы для артистов Большого театра. Долгое время слава о Надежде Петровне была и память забыта. Никто о ней не упоминал, нигде ее имя не фигурировало, но совсем недавно в запрещенной социальной сети было, по-моему, в сторис я увидела, что наш с вами историк моды Александр Васильев открыл мемориальную табличку, посвященную Надежде Петровне Ламановой, на которой написано, что здесь, в этом доме, находилось ателье лучшей модистки своего времени. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша с вами прогулка по Тверскому бульвару. Конечно, не о всех женщинах мы успели поговорить. Я упустила из виду Лилечку Брик, Алису Конен, Екатерину II с ее очень интересной жизнью и отношениями с фаворитами. Но об этом, обо всем я расскажу на экскурсии «Женские судьбы». Приходите, записывайтесь, бронируйте эту экскурсию. А пока же подпишитесь на канал, поставьте лайк. Для меня это архиважно или гиперважно, потому что я стараюсь для вас. Желаю вам прекрасного времени суток. Не знаю, в какой период времени вы смотрите это видео. Ну, а у нас день только начинается, день в самом разгаре, и я спешу на экскурсию по Новодевичьему кладбищу. Вот такой сегодня план на день, друзья. Пока-пока!